Друзья, всем привет! Ну и, как вы поняли, вы на обзоре Geely Manjaro в России. Вот так выглядит ключ от данного автомобиля. Точно такой же, как и в Geely Coolray. У него идет унификация абсолютно с Geely Coolray. Светодиодная оптика. И давайте мы, конечно же, проверим качество сборки данного автомобиля. Для этого мы возьмем наш толщиномер Etari ET700 и посмотрим, насколько у нас сделан данный автомобиль по качеству. Капот в районе 100 микрон, имеется оцинковка. Капот открывается двойным нажатием и смотрим внутреннюю часть капота. Капот оцинкован. Да, отлично, что он оцинкован. В Geely то дело, внутренняя часть капота не оцинкована. Вот такие петли. Давайте проверим также их на оцинковку. Молодцы китайцы. Оцинковали одну часть петли, вторую забыли. Ну и раз, конечно же, давайте мы посмотрим вот здесь. Оцинковано. В принципе, получается, частично в этом автомобиле используется двухсторонняя оцинковка. Опять же, лучше, чем в Geely то дело. Стаканы оцинкованы, да. Молодцы, что китайцы позаботились об этом и защитили для нашей суровой эксплуатации. Китайский аккумулятор вы можете увидеть. Ну и, в принципе, вот такое как бы подкапотное пространство. Тут такой же стоит двигатель 2 литра, как и в Geely to дело, как и в Volvo. Но, возможно, он немножко доработан китайцами. Ну, что-то где-то они, я думаю, могли сэкономить. В целом, автомобиль действительно выглядит очень эффектно. Противотуманные фары у нас отсутствуют, но для этого автомобиля, в принципе, они, я думаю, не нужны, так как данная линзованная оптика для вас обеспечит оптимальное освещение дороги. И давайте посмотрим. Так, крюк у нас не оцинкованный, но по качеству автомобиль чувствуется. Крыша в автомобиле без оцинковки и имеет в районе 100-90 микрон. Обязательно для всех владельцев все-таки часть крыши нужно будет закутать пленкой, бронепленкой. Ну, кстати, крыша не так проминается, как в моем Geely Coolray. Здесь более жестко. Так, давайте посмотрим. Часть спойлера металлическая с цинком и часть пластиковая. Также используется глянцевый пластик. И давайте мы посмотрим заднюю часть автомобиля. Что самое интересное? Крышка багажника с внутренней стороны также оцинкована, но частично. Вот вы можете увидеть переход цинка, но все равно в большей части она оцинкована. Петли в автомобиле в багажнике оцинкованы, большой плюс. В Coolray они не оцинкованы. И внутренний проем также оцинкован и имеет очень довольно-таки хорошее лакокрасочное покрытие. Слева в багажнике вы можете увидеть нишу для установки задней шторки. И вот такое вот очень приятное освещение в виде светодиодного светильника сбоку слева и одна 12-вольтовая розетка. Подпол выглядит таким образом. Давайте мы проверим цинк. Ох, цинка нету. И лакокрасочное покрытие оставляет желать лучшего. И также хочу отметить, что нету в этом подполье самой шумоизоляции. Вот есть такой вот кусочек под запаску шумоизоляция, и запаска у нас докатка. Жалко, могли, конечно, все-таки положить и полноразмерное колесо, и все-таки сэкономили на шумоизоляции в данном автомобиле. Перейдем к подполу. Вы можете увидеть вот такой замечательный органайзер, есть для знака остановки, и вот такая дополнительная полочка. Полочка весьма увесистая и довольно-таки практичная. Сбоку слева есть вот такая ниша. Длина багажника будет чуть-чуть короче, чем в Kia Sorento. Ну и, конечно же, шторочка, о которой я говорил. И, кстати, очень редко можно встретить такой материал. Я думаю, он износостойкий. Так. И дополнительно установлен в правой части сабвуфер. Порога в багажнике нету. Вам будет очень удобно
размещать свой багаж в этом багажнике благодаря высокому полу. Ну, я думаю, кстати, его можно отрегулировать. И вот эту полку, если снять органайзер, я думаю, можно разместить более ниже. Материалы оббивки используется жесткий пластик, не особо экономичный, не особо сэкономили в самом пластике. Пластик довольно-таки приятный. И внутренняя часть багажника также из такого же пластика. Автомобиль, напоминаю, все-таки закрыт. Нить обогрева заднего дворника не обогревается. Точнее, дворник не обогревается нитью обогрева. Напоминает, кстати, очень Geely Coolray, такой же дворник, но чуть-чуть более длинный. Ну да, задний дворник абсолютно такой же, как и в Geely Coolray. Осталось узнать только его длину. А так крепление абсолютно подходит. У Geely Atlas крепление иное. И, конечно же, задний спойлер, который не скрипит. Все довольно-таки крепко. Жалко, в Geely все-таки не сделали дополнительного уплотнителя, но зазор не такой высокий, не такой большой, как мог быть. В Coolray все-таки он будет побольше. И, конечно же, давайте сделаем замер задней крышки багажника. 86 микрон оцинковка, 93 микрона оцинковка и 93. Довольно-таки хорошие показатели. Вот так вы можете увидеть наименование в самом Китае на этого автомобиля. Выхлопа заднего не видно в автомобиле. И вот наименование слева. Задняя часть также оцинковка. По резине в данном автомобиле используется Eagle. Довольно-таки хорошая летняя резина. Ну и тормозные диски вот такого диаметра. Я думаю, к сожалению, в данном автомобиле тоже будет не особо хорошее качество тормозных дисков, учитывая поставщиков Geely. Но очень большой диаметр на передней оси тормозных дисков. И, конечно же, сами колесные диски выглядят очень симпатично. Очень симпатично. Так, задняя часть используется в остеклении. Остекление в автомобиле. Задняя часть Фуяо. Спереди используется также Фуяо глаз. И вот такие щеточки. Нити обогрева здесь я не вижу, возможно, они скрытые. Переходим к боковым крыльям. 100 микрон оцинковка также присутствует. И, конечно же, стойки также у нас оцинкованы в данном автомобиле. По зазорам сделано все очень качественно. Нижняя петля оцинкована. Верхняя также оцинкована. Порог оцинкованный 59 микрон. Дверь оцинкована полностью и имеет штампованные, и сделано в виде штампа. Дополнительная бархотка. Очень все грамотно сделано в данном автомобиле. Прорезиненный, чуть-чуть более-менее мягкий пластик, очень напоминает Geely Coolray. И вот такая вот интересная обивка. Глянец используется в дверных картах. Ну, не знаю, насколько это, конечно, практично, но даже его главный конкурент в виде Kia Sorento тоже также используется глянец. Слава богу, есть подголовники, они как на современный лад. Литые кресла. Кресла довольно-таки хорошие. Форма имеется у пассажира регулировка, только без поясничного упора. И довольно-таки длинная подушка. Ну-ка, давайте присядем. У меня рост 2 метра. Вполне удобно сидеть, располагаться в данном автомобиле. И сразу же один из недостатков — это нет возможности отключения подушки безопасности, как в европейских автомобилях. Ну, если, то есть, получается, что транспортировка детей в детском кресле спереди запрещена в данном автомобиле. Сами
Сами козырьки очень удобные. Имеется подсветка, но, кстати, мне напоминает по форме, как в Geely Coolray. Жалко, что нет дополнительной секции для того, чтобы увеличить зону для закрытия солнца. Но отбит очень приятным таким вот черным велюром сам потолок и также козырьки. Здесь вы можете увидеть, скорее всего, здесь расположены микрофоны. И если их два, соответственно, они стерео. Так, давайте посмотрим бардачок у Geely Manjaro. Подсветка есть, ну, кстати, вполне себе. А4 входит с трудом, ну, объемы очень напоминают также Geely Coolray. Можно сказать плюс, то, что есть светодиодная подсветка. Так, закрываем дверь. Бак в автомобиле 62 литра. Сама крышка пластиковая. И китайцы рекомендуют заправлять 95-м бензином. Камера в автомобиле спереди расположена именно прямо над значком Geely. И это очень хорошее размещение данной камеры, так как вся грязь она не будет ее доставать. Обычно многие производители делают ниже, и все-таки она очень сильно пачкается. И, конечно же, вот боковые камеры также выглядят. И есть дополнительная подсветка для водителя и пассажира в автомобиле. Так, в заднем ряду двери открывается вот такое максимальное положение открытия двери. Ограничитель дальше не позволяет открыть эту дверь. В целом, ну, не особо удобно, конечно, если крупногабаритный будет пассажир у вас. И сами подголовники не анатомические, обычные. И что самое странное, ограничитель весьма странно фиксирует дверь. У ограничителя только вот одно положение фиксации. И по зазорам капота весьма хорошо. Даже лучше, чем у Geely Tugela. Фиксация задней двери. Также не особо широко открывается дверь. И фиксатор тут уже работает в двух плоскостях. Раз, два. Возможно, на левой двери с заднего ряда он все-таки просто подустал. И фиксация двери спереди. Раз, два, три. Это максимум. Ну, кстати, довольно-таки хороший результат. Так, пороги в автомобиле полностью прикрытые. Давайте мы посмотрим более детально. Да, уплотнитель замечательно работает. Здесь можно увидеть, как он плотно прилегает к самому порогу. Не так, как в Chery Tiggo 8 Pro Max. Здесь он действительно работает. Жалко, что, конечно, он идет не двойной. И вот вы можете видеть, нижняя часть пластиковая. Потом идет вот такой вот уплотнитель, более мягкий, и еще дополнительный пластиковый. И автомобиль, конечно же, полностью китайской сборки с китайским видом. Давайте посмотрим заднюю часть автомобиля. Так, что у нас тут китайцы сделали? Так, давайте тоже посмотрим внутреннюю часть. Оцинкована полностью дверь с двух сторон. И вот мы видим дополнительный крутой уплотнитель, который и шумоподавляет, ну и, конечно же, будет закрывать вам порог. Жалко, что здесь, конечно, его нету, дополнительного уплотнителя, но я думаю, этот уплотнитель справится со своей задачей. И здесь мы видим пластиковую выштамповку, которая также будет прилегать этот уплотнитель, и в теории всей грязи не должно быть. Задний ряд очень просторный. Вот такой вот большой подлокотник. Ну да, прямой угол здесь есть. Будет очень удобно использовать данный подлокотник. К сожалению, фиксации ремней безопасности никакой нету. Вот сделано таким образом. Просто какая-то... Ну, сделано дешево, честно я вам скажу. Они будут болтаться, если вы будете постоянно... пользоваться багажником, и если вы будете складывать спинку сиденья.
Спинка сиденья имеет всего лишь два положения фиксации. Но довольно-таки удобно. Задний ряд, конечно, действительно очень просторный. Сзади вы можете также увидеть дополнительные секции микрофонов для задних пассажиров. Интересно, зачем они это сделали. И такая вот элегантная подсветка для задних пассажиров. Ручки имеют также микролифт и есть крючочек. К сожалению, спереди у нас нет регулировки ремня по высоте. Это все-таки будет недостатком для высоких и низких владельцев. Задний ряд, на заднем ряду есть дефлекторы обдува задних пассажиров, заглушка, два USB порта, жесткий пластик для задних пассажиров и, конечно же, есть сеточки для задних пассажиров. Панорама у нас используется более дешевая от фирмы Hook. В Coolray, напомню, используется Fuyao. Глаз — это более-менее хорошее качество стекол. Hook — один из дешевых производителей. И рандом остекления также здесь присутствует. Два разных завода остекления используются в данном автомобиле. А стекла в автомобиле используются двойные. Задние петли также имеют оцинковку, и также мы можем увидеть дополнительный контур-уплотнитель задней части двери. Музыка Bose. К сожалению, автомобиль без зажигания, и я не смогу продемонстрировать вам звучание данной музыки. Так, регулировка используется только по высоте. Ну, кстати, очень приятная кожа в данном автомобиле. И строчка сделана довольно-таки очень аккуратно. Я думаю, она будет более-менее износостойкая. В Coolray все-таки на первых партиях были проблемы. Здесь же кому как повезет. Кстати, хочу отметить, что в этом автомобиле вообще не пахнет вот таким вот, неприятных запахов здесь нет. Задние двери дополнительно используется вот такой пластиковый молдинг, который изолирует металл для пассажиров, ну, для более опрятного вида. И такой же прорезиненная задняя часть карты двери и мягкая эко-кожа. Все грамотно, они здесь не сэкономили, молодцы, Geely. На самом деле задняя часть остекления очень как-то напоминает BMW X5. Здесь стойки не наклейка, именно реальный пластик, и тоже можно за это похвалить. И, конечно же, спереди в остеклении также используется вот этот дополнительный молдинг пластиковый, тоже большой плюс. Обдув сделан правильно в данном автомобиле для боковых зеркал. Внутренняя часть зеркал матовая, и есть слепые зоны и, конечно же, повторители поворотников. И сам обдув вы можете увидеть вот здесь. Вот так расположен обдув на всю часть лобового стекла. Не так, как в Geely Coolray. И никаких заслонок, пустышек здесь нету. Здесь идет реальный обдув. Ну и, конечно же, давайте перейдем в центральную консоль. Консоль, кстати, я хочу отметить, что есть Drive Mode. Слава богу, что Geely молодцы, что здесь благодаря вот этому дополнительному джойстику не нужно нажимать на выбор режима, как это было в Atlas Pro и Geely Tugela. Здесь достаточно просто его повернуть. Это замечательно. Обновленный у нас рычаг КПП, и кнопка P выведена отдельно. Ну, довольно-таки практично. Электронный стояночный тормоз. Бокс без охлаждения, к сожалению. И сам подлокотник не выезжает, как в Geely Coolray. Здесь он стоит намертво. Для пассажира очень удобно располагать. Даже вот у меня рост 2 метра, и мне очень удобно располагать ноги, касаясь за вот эту ручку. Очень элегантно сделано, и действительно, мне кажется, это отличным вариантом. Когда их две, не особо будет удобно. Ну, все-таки. Когда их две, есть симметрия, не особо удобно для водителя. А когда она одна, довольно-таки более практично и удобно. Также выведены клавиши, очень приятное нажатие тактильное на эти клавиши. Жалко, что нету дополнительных клавиш обогрева.
Но это китайская версия, и может быть много чего урезано в данном автомобиле. Такой же, кстати, зеркало, очень похожее на Geely Coolray. Вот эту часть можно снять, пластиковую, и у нас получится полностью безрамочное зеркало, и, я так понимаю, с автоматическим автозатемнением. Здесь есть камера, скорее всего, камера, мне кажется. Интересно, для чего, друзья, напишите обязательно в комментариях, для чего нужна эта камера. Контрольный свет очень напоминает Geely Coolray. Глянцевые клавиши, кстати, приятные, и открытие люка. У водителя все точно так же, как и у пассажира. И вот такой, и очень элегантное водительское и пассажирские кресла. Вставка, кстати, ну, это, наверное, дюралюминий, точно такой же, как и ручка в Geely Coolray. Очень необычные лепестки, дефлекторы обдува. И вот здесь дополнительно справа. Да, я могу понять, что это монолитная такая дисплейная приборная панель. Кстати, это стекло, это не пластик. По идее, это стекло должно быть, потому что пластик, он так, наверное, не гремит. У него прям он очень плотный. Конечно, здесь очень спорное решение, и попозже я объясню, почему. Ну и, конечно, рычаг АПП имеет ручной режим. И очень странно, что в этой модификации отсутствуют подрулевые лепестки. И в центральной части вы можете увидеть еще один сабвуфер Bose. И, конечно же, в нижней части автомобиля используется такой декоративный хром, который все-таки владельцам будет стоить сделать антихром. Да, тавтология какая-то получилась, но в целом действительно хром в китайцах обычно официальная гарантия имеется на хром полгода-год. Это если в официальных автомобилях Geely. Здесь же по гарантии очень интересный момент, и об этом я расскажу в конце ролика. Итак, я сейчас хочу показать зазоры, и по качеству сборки здесь сделано все хорошо, но видно, что верхняя дверь, передняя водительская дверь, установлена чуть выше, чем задняя пассажирская. Давайте сравним с пассажирской дверью. Опять же, я оговорился, именно водительская была расположена, а здесь, ну, пассажирская чуть-чуть выше, но незначительно. В целом по сборке действительно очень хорошо все подогнано. Здесь тоже используются хромированные элементы в автомобиле. И как владелец Geely Coolray, вообще как владелец китайского автомобиля, у которого есть китайский автомобиль, все-таки могу сказать, что желательно сделать, наверное, антихром, ну и как-то обезопасить данные автомобили, и, конечно же, обязательно антикор. В задней части нету никаких датчиков бесключевого доступа, спереди есть. Корректор фар выглядит вот таким образом. И, конечно, вот эта часть, я считаю, очень спорной. Все-таки надо было что-то здесь сделать, какую-то нишу, полочку, либо USB-порт хотя бы, да, потому что выглядит очень странно. Вот этот глянец, он здесь вообще не нужен. Дополнительные пищалки Bose и вот такая приборная панель с козырьком. Молодцы китайцы, что сделали козырек, благо потому, чтобы в солнечные дни дополнительно ваша приборная панель не нагревалась. Молодцы. И тут мы также видим обилие глянца и очень приятную приборную панель. Козырек водительский закрывает всего лишь 65% бокового солнца. Центральная консоль состоит из двух частей, сверху и снизу. Здесь есть дополнительная ниша USB Type-C и USB-A. Подогрев сидения и вентиляция сидения есть только спереди, как заявляет дилер, и спинки и подушки сидения. А теперь, друзья, давайте посмотрим, как у Geely Manjaro под сиденье. Так как, напомню, в своем Geely Coolray при покупке я обнаружил ржавчину. Сначала дилеры не хотели ничего делать, но потом все-таки стали устранять это у владельцев. Здесь же, к сожалению, если вы встретили, а тут мы видим конкретно налеты ржавчины, тут уже без гарантии будет довольно-таки сложно. Кроме вот этой части. Как обычно, Geely едут морским путем. Ну да, все-таки
ржавчина есть, и она будет прогрессировать. Эх, Джили, как обычно. В педальном узлу есть подсветка, и вы можете также увидеть, что все элементы закрыты пластиком, чтобы никакие владельцы, и как я, не могли туда добраться и найти что-нибудь интересного. Капот открывается двойным нажатием, как в Тугере. Под пассажирским сиденьем, в принципе, такой ржавчины нету. По моей любимой части также расположена губка, которая будет всю влагу скапливать в данном автомобиле. Поэтому антикор полностью надо делать всех скрытых полостей и внутренних частей арок, где расположена вот этот уплотнитель. Багажник также у нас открывается с помощью кнопки на дверной карте. Максимальное положение водительского сидения, и есть поясничный упор, который также можно настроить. И также можно увидеть, что ремень уходит прямо в само сиденье. Так, посадка высокая. Здесь у нас заглушка. Нет, есть все-таки проекционный дисплей. Да, он есть. Ну, сидеть довольно-таки, кстати, очень даже удобно. Высокая посадка. Можно настроиться под себя. Руль регулируется по высоте и по вылету. Ну и кожа, конечно же, как вам повезет. Здесь она довольно-таки удачная, и никаких нитей обогрева здесь я не вижу. По комплектации в этом автомобиле есть нити обогрева зоны покоя дворника. Матовые клавиши, адаптивный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, голосовой ассистент, конечно же, китайский, и магнитола, которую я сейчас не могу включить, но, кстати, да, она сейчас на китайском языке. В феврале будет прошивка для всех владельцев, кто приобретет у данного дилера Geely Manjaro, он получит бесплатно обновление и полную русификацию. Хочу также отметить кнопку старт-стоп, очень приятная, тактильно, и молодцы Geely, так же как и в новом поколении Geely Coolray 2023 года. Здесь есть вот эта вставка для отдыха ног, и для высокого владельца это мега удобно и комфортно. Здесь мы можем видеть логотип CMA, платформы Volvo и Geely. Подрулевые переключатели точно такие же, как в Geely Coolray, только в Geely Coolray здесь еще есть кнопка передних противотуманок. Здесь только задний противотуманный фонарь. И вот этот подрулевой точно такой же. Датчик дождя здесь есть в этом автомобиле. И очень неудобный переключатель Volvo. И очень неудобный переключатель, включатель заднего дворника. Ну, тоже Volvo, от Volvo. Ну, довольно-таки очень приятно сидеть за рулем данного автомобиля. И очень интересно, какой же износ будет у этого пластика. В принципе, он фактурный, глянцевый, отпечатков, кстати, не оставляет. Молодцы китайцы, сделав такое конструктивное решение. Я думаю, все-таки он будет намного, в разы выше по качеству, чем в Chery. Ну, я думаю, даже на уровне с Peugeot и Citroën. Они тоже любят глянцевый пластик, который не царапается. Дополнительная ниша для телефонов. Ну что же, друзья, как вам такой Geely Manjaro? Данный автомобиль продается за 4 миллиона 450 тысяч рублей в Favorite Motors. В дальнейшем автомобиль будет русифицирован для всех клиентов данного, кто приобретет данный автомобиль. И, конечно же, этот дилерский центр при покупке данного автомобиля дает пожизненную гарантию на все узлы, которые будут прописаны в этом автомобиле. Мне кажется, такое предложение весьма выгодное.
И, друзья, напоминаю, у нас есть наш телеграм-канал. Ссылочки, конечно же, всегда будут в описании, где вы можете посмотреть всю актуальную информацию и, например, увидеть цену, за сколько привозят Geely Manjaro из Китая. Давайте посмотрим. Параллельным импортом готовы привезти частная компания за 3 миллиона 610 тысяч рублей. Ну что же скажете, стоит миллион накинуть и все-таки купить с пожизненной дилерской гарантией? Пишите в комментариях. Если, конечно же, вы сделаете там, допустим, дополнительный антикор, и этот автомобиль довольно-таки долго может прослужить вам в московском и центральном регионе России. Самый главный момент то, что действительно гарантия, я думаю, от дилера такая пожизненная, которая будет только на одного владельца, который купит этот автомобиль, весьма выгодной покупкой по сравнению с гарантией от официального дилера, которые будут продавать официально этот Geely Manjaro от представительства. Ну что же, друзья, как вы поняли, я бы такой автомобиль себе, возможно, бы даже прикупил именно с таким условием покупки, что если вы будете обслуживаться у официального дилера, вам дадут пожизненную гарантию. Вполне себе интересный момент. Также, я думаю, дилер может заказать этот автомобиль под заказ, и вы можете выбрать нужную для вас комплектацию и цвет. Коричневый салон бы себе не взял бы обычный черный салон. Но остается большой вопрос. Все-таки это не европейский автомобиль, как вы видели, именно про отключение, и как вы видели, про отключение подушки безопасности для ребенка. И, конечно же, грузоподъемность. Она выросла по сравнению с Geely Tugela и составляет 410 килограмм. А в Geely Tugela, как вы помните, 300 килограмм. Также до сих пор большой вопрос, рейлинги являются декоративными или нет. Но я сейчас трясу этот автомобиль, и весьма кажется, что они очень должны хорошо быть установлены, но возможно в ОТТС написано то, что запрещено будет использовать эти рейлинги для перевозки грузов. Это еще вопрос открытый, но в ОТТС написано, что данный автомобиль, он комплектируется с 8-ступенчатым автоматом. Обычно эту версию будут все завозить полным приводом. Здесь нельзя буксировать прицеп. Ну и вообще установка прицепа запрещена, так же как во всех автомобилях Geely. Поэтому также учтите этот момент, если это для вас важно, либо просто эксплуатируйте автомобиль на свой страх и риск. Там уже гарантия не поможет, потому что китайцы все-таки очень сильно страхуются, если они в чем-то не уверены. В целом я рассказал все подробно про Geely Manjaro. Автомобиль по сборке мне понравился, и все-таки я бы купил бы именно параллельным импортом этот автомобиль, если бы его захотел. У официалов бы я не брал бы 100% все-таки. И остается у меня в голове только один вопрос. Что же лучше? Если мы покупаем этот автомобиль за 4,5 миллиона с гарантией параллельным импортом, или Kia Sorento из Казахстана или из Кореи без гарантии? Пишите в комментариях, как вы думаете, что лучше. Опять же, вопрос для меня открытый, потому что в Kia Sorento больше грузоподъемность, есть возможность перевозки и буксировки прицепа, а здесь все-таки она отсутствует. Поэтому, друзья, пишите все, что вы думаете в комментариях. Для вас был Дмитрий Лелюхин. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и следить за новостями. Сейчас очень много новинок, которых официально у нас не продаются, будут завозиться дилерами, и я буду по возможности проверять оцинковку и качество сборки интересующих меня автомобилей. Geely Manjaro — интересный автомобиль, который мне понравился. Всем до скорых встреч, пока, друзья, всем удачи, с наступающим Новым годом! А купить новый Geely Manjaro вы можете в дилере Hyundai Favorite Motors 3 километр МКАД. Вот стоят еще Manjaro как раз в дилерском центре, которые можно купить. Раз, два, три, 4 штучки.